Это печенье торнадо покоряет с первого укуса. Мягкое, воздушное, нежное, готовится очень-очень просто. Я уверена, что вы видели уже на просторах интернета рецепт рулета торнадо. Так вот, это готовится еще проще. Мои дети очень оценили это бисквитное, мягкое, вкусное печенье. Попробуйте. Итак, я буду делать на 5 яиц, и мне прежде всего нужно отделить белки от желтков. Сначала буду взбивать белки. Белки взбиваю с 1 щепоткой соли и насыпаю сюда же 60 граммов сахара. И вот минут 10-12 возьмет для взбивания белков до хороших пиков. Вот такая вот консистенция должна получиться. Белки стабильные, прям вот хорошо взбились. И на самом деле у меня даже 9 минут прошло. Я перекладываю в отдельную чашку и поставлю пока белки в холодильник. А теперь в этой же чаше миксера, не надо ничего мыть, взбиваю желтки, сахар граммов 100-120, растительное масло добавляю сюда, 60-70 мл. И теплое молоко, тоже 60-70 мл. И затем начинаю потихоньку добавлять муку. Муки сюда кладу немного, граммов 80-100 максимум. Почему? Потому что будут белки. Вот взбили до однородной и хорошей массы. И беру белки, перекладываю сюда в чашу. Половину из этой чашечки переложу, перемешаю хорошо лопаточкой. Затем оставшуюся половину белков и до однородности перемешиваю. Не торопитесь быстро все это помешать в хаотичном порядке. Мешайте всегда в одну сторону. Если начали вот по часовой стрелке, мешайте по часовой только стрелке. Иначе могут опасть белки совсем. На противень кладу пекарскую бумагу и выливаю 2/3 теста. Распределяю по всему противню и готовлю шоколадную добавку для шоколадного теста. 1 столовую с горкой какао и ложки 3-4 столовых воды. Перемешаю и добавлю еще 1 столовую ложечку воды, опять перемешаю. И эту шоколадную смесь вливаю к оставшейся 1/3 теста. Миксером перемешаю до однородности и выливаю в кондитерский мешок. Кондитерским мешком здесь пользоваться самое удобное. И теперь вот так вот аккуратно сверху распределяю все это более жидкое тесто по поверхности. Даже если немножко остались где-то белые места у вас, ничего страшного. Затем беру нож, вилку, ложку, неважно. И вот так вот аккуратно начинаю вводить. Сначала не отрывая нож, касаясь дна. Начинаю вводить от начала до конца противня. У меня сначала вот так по горизонтали, если смотреть. А теперь вот, когда закончила здесь, сразу же по вертикали начинаю вводить. И вот так вот до конца продолжаю. И получается вот такой вот красивый рисунок. Теперь постучу вот так противнем, чтобы вышли отдельные пузырьки воздуха из теста. Он нам не нужен, чтобы дырки образовывались внутри. И ставлю в духовку на 170 градусов 25 минут. И вот такая вот красота получается. Переворачиваю сразу же на стол. Снимаю пищевую бумагу. Он у меня чуть-чуть совсем подостыл, вот еще даже теплый прям. И разрезаю на аккуратные квадратики. Самое быстрое это вот такие вот печеньки, они очень вкусные, ароматные, воздушные, красивые. К чаю, я не знаю, у меня за один день они уходят сразу же. И делаются они на самом деле очень просто. Посмотрите, какая красота, ароматнейшие печенья получаются из-за какао. Приятного чаепития. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Это очень помогает продвижению канала. До новых рецептов. Пока-пока.